Всем здорово, ребятос, и в данном ролике мы поговорим о персонажах, которые умерли в очень раннем возрасте в аниме Наруто. А вот 5 рандомных ребят, которые нашли Мангёкю Шаринган Фугаку Учиха в прошлом ролике. Спасибо вам, ребята, за актив. А если ты тоже хочешь попасть в следующий видосик, то в данном ролике найди символ стихии огня и в комментариях напиши тайм-код к этому моменту. Я Ван Кайф, и я желаю вам приятного просмотра. Самый старший персонаж в данном топе – это Учиха Итачи. На момент его смерти ему было всего 21 год. И это на самом деле очень юный возраст. Он умер в бою против своего младшего брата Саски. И его смерть заключалась не в том, чтобы спасти кого-либо, а в том, чтобы наказать себя за то, что он сделал. И его целью было умереть именно от рук того человека, кто пострадал больше всего из-за вырезания клана Учиха, а именно Саски, которого он любил больше, чем собственную жизнь. Многие люди думают, что Итачи умер от неизлечимой болезни, но я уже говорил это и скажу еще раз. У Итачи не было никакой болезни. Если бы он чем-то болел, то мы бы знали, что это за болезнь. Он харкал кровью, но если вы заметили, то это происходило с ним только тогда, когда он использовал Сусану. Исходя из этого, можно понять, что его болезнью была его сила, а именно его глаза. Он пробудил Мангёкю Шаринган всего в 12 лет, после того, как на его глазах умер его лучший друг Шисуи. И получается, что целых 9 лет он использовал силу Мангёкю, от которого очень сильно ухудшалось зрение. Но вернемся к Сусану. Саски говорил, что после использования Сусану он чувствовал боль в каждой клетке своего тела. И если бы у него не было вечного Мангёкю, то его ждала бы точно такая же судьба, как и его брата. Частое использование Сусану, не имея вечного Мангёкю, будет убивать пользователя. Это и произошло с Итачи. Итачи можно считать одним из самых величайших шиноби всех времен, ведь по факту без него 4-ю мировую войну шиноби не победили бы. Дейдара. На момент его смерти ему было всего 19 лет, и по факту его главным недостатком в бою была незрелость. Но несмотря на его возраст, можно смело сказать, что он был одним из сильнейших Ивагакури всех времен. Дейдара умер в бою против того же Саски, а точнее сказать, он подорвал сам себя. И если бы Саски не использовал гиндзюцу на Манде, тем самым пожертвовав его жизнью, то это был бы последний для него бой. Мощь взрыва Дейдары была просто невероятной, ведь он полностью уничтожил все, что было в радиусе 10 километров. Он действительно имел все, чтобы в будущем стать Цучикаге, и если бы он сбился с неверного пути, он был бы достойным преемником Оуноки. Но, к сожалению, это не так. Он умер, желая убить Саски, ведь он ненавидел Учих за их гиндзюцу. Но каждый, кто смотрел Наруто, знает, что истинное искусство – это большой бой! Неджи Хьюга. Наверное, его смерть не ожидал абсолютно никто. Он умер, когда ему было всего 18 лет. И Кишимото как-то упомянул, что основная причина, почему он убил Неджи, это для того, чтобы сблизить Наруто и Хинату. Если так подумать, то Неджи был выбран как Итачи и Джирайя. Он умер, защищая то, что по его мнению того стоило. Но как по мне, то его смерть была самой глупой. Как будто он хотел покончить жизнь самоубийством. По факту он с легкостью мог отразить атаку Десятихвостого с помощью небесного вращения. Но он просто подставил себя под эту атаку. Еще в первом сезоне Неджи был одним из самых потенциальных генинов в Конохе. У него был один из самых чистых бекуганов своего клана. Но, к сожалению, у данного додзюцу нету огромного развития, как, например, у Шарингана. А соответственно, можно сказать, что на 4-й мировой войне шиноби Неджи достиг своего пика силы. Кимимару. На момент его смерти ему было всего 15 лет, и он умер от непонятно какой болезни, поскольку Кабуто утверждал, что информации о его теле было слишком мало, чтобы провести какое-либо лечение его смертельной болезни. У него был огромнейший потенциал. Давайте просто вспомним его сражение против Гаары и Рока Ли. Два сильнейших генина просто были бессильны, и стоит напомнить, что Рок Ли еще бахнул перед выходом баночку саке. Но не нужно еще и забывать, что Кимимару использовал
не всю свою силу, ведь опять же болезнь не позволила ему этого сделать. Гарри и Ли просто невероятно повезло, ведь болезнь забрала жизнь Кимимару как раз тогда, когда он наносил по факту решающий удар. Я уверен, что в потенциале он был бы точно сильнее того же Гаары в будущем. Хаку. На момент его смерти ему также было 15 лет, и он умер от руки Какаши, защищая Забузу. Хаку единственный пользователь льда, и он один из немногих, кто может складывать печати всего лишь одной рукой. Плюс к этому было показано, что он обладает некоторыми медицинскими навыками. Хаку был невероятно быстрым, но когда он использовал ледяные зеркала, его скорость возрастала до фантастического уровня, из-за чего он, казалось бы, находился во всех зеркалах одновременно, в то время как он просто быстро перемещался между ними. Главной способностью Хаку является комбинирование элементов воды и ветра для создания льда, и в потенциале он мог стать одним из сильнейших владельцев данных стихий. Учиха Шисуи. Неизвестно, сколько ему было лет на момент его самоубийства, но мы знаем, что Итачи было 12 лет, когда он пробудил Мангёкью, и Итачи был моложе от Шисуи примерно на 3 года. Соответственно, на момент его смерти ему было 15 лет. Можно смело сказать, что у Шисуи был один из сильнейших Мангёкью всех времен, ведь с помощью Кото Мацуками он по факту мог изменить судьбу мира. Если бы он не умер, то не было бы и вырезания клана Учиха. Он тот, кто в одиночку мог бы это предотвратить. Рин Нохара. На момент ее смерти ей было всего 13 лет, и умерла она от того, что подставилась под Райкири Какаши. Я думаю, что каждый из вас понимает, если бы Рин не умерла, то никакой 4-й мировой войны Шиноби не было бы. Смерть Рин – это корень ненависти Обито, а уже сам Обито манипулировал другими, как, например, тем же Нагато. Никакого вырезания клана Учиха не существовало бы, а соответственно Саски не жаждал бы мести. Все это тесно связано между собой. И если бы Какаши тогда промахнулся, сюжет Наруто был бы совсем другим. Наваки. На момент его смерти ему было всего 12 лет. Наваки погиб на следующий день после того, как рассказал Цунаде свою мечту стать Хокаге. Он попал во взрывчатую ловушку. Орочимару и 2 других генина в этом моменте находились вместе с ним. Они сняли с него ожерелье, которое ему дала Цунаде, и вернули ей обратно. У Наваки должен был быть огромный потенциал, ведь он был внуком Хаширамы и Мито, а соответственно вполне возможно, что ему удалось бы завоевать титул Хокаге, но смерть разрушила все его планы. И самый молодой персонаж из данного топа – это Учиха Изуми. На момент ее смерти ей было всего 11 лет. Она умерла во время вырезания клана Учиха. В аниме было показано, что ее убил Тоби, но вот в романе во время уничтожения клана Учиха ее убил именно Итачи. После того, как Итачи убил ее мать, он использовал свое самое сильное Цукиоми, которое он когда-либо использовал. Эта гиндзюцу заставила прожить ее полную и долгую жизнь, в которой она вышла замуж за Итачи и родила от него детей в царстве гиндзюцу. В реальности это длилось всего несколько секунд. Это было слишком сложно для ее мозга, и она умерла. В манге Тоби также упоминал, что Изуми убил именно Итачи, тот, кто очень сильно ее любил. Я надеюсь, что данный ролик вам понравился и вы оцените мой труд лайком и также подпишитесь на канал. Также не забудьте, пожалуйста, включить уведомления, чтобы не пропускать мои новые видосики. Ссылочки на наши паблики в Инстаграме, Телеграме и на беседочку в Дискордике будут, как всегда, в описании. Там же будет ссылочка, где вы сможете помочь нашему каналу развиваться. А с вами был Ванкайф, и я желаю всем удачи. Всем пока.